Как нужно слушать музыку с желанием ее понять. Мы же понимаем глубину космоса, да? Онлайн уроков музыки с Виталием Фисенко. Пока остановимся. У меня начинает это получаться. Вообще творить это не убивать. Просто одна нота – это уже секс, понимаешь? Во-первых, нужно просто-напросто перестать бояться. Наконец-то ты проявился в мир, понимаешь? Ты вышел из тени, что говнишко, что во мне есть. Странно, не замечала этого. Это моя любовь. Я уже натренированная была. Да? Женщина вообще должна молчать. Сделать омлет это уже музыка, это творчество. Чем отличается женщина от мужчины? Они делают это сознанием и с любовью. Как-то очень сильно повлиять на мир. Друзья, давайте творить и любить. Счастливые люди, которые создают, им не хочется ни воевать, ни убивать. Жизнь – это вообще музыка. Я тебе должен сказать, что это сложилось исторически. Я здесь спрашивал про этот момент. Мне вот рассказывают историю страны, что на самом деле женщины получили очень поздно права, то есть иметь голос в парламенте. Ну, это по всему миру так было. Я тебе должен сказать, что я здесь пересмотрел фильмы, когда реально в шведском обществе женщина вообще не имела права. Женщина вообще должна молчать. Это есть прекрасный фильм «Эмигранты», то есть это когда семья уехала в Америку, это вот первая волна такая вот была в Америку. Здесь есть такой момент, что они об этом говорят и помнят. То есть вот мне нравится, что в свободном обществе говорят о своих пробелах в прошлом, и они таким образом эти пробелы пытаются решить сейчас. Но несмотря ни на что, и у них, вот я все время друзьям говорю, у них есть генетический код в памяти, что они через это проходили, и вот при всех каких-то моментах, когда ты чувствуешь дискомфорт в чем-то, они тебе пытаются помочь. И вот это вот я для себя ответил, просмотрел эти фильмы. И что касается женщины, дело в том, что мы знаем по истории, что многие женщины-художницы их не воспринимали, то есть композиторов не воспринимали. У Моцарта была сестра, которая писала музыку, говорят, что она писала не хуже, чем Моцарт, но при этом она была совершенно... И ей родители говорили: ты девушка, ты играешь круто, сочиняешь круто, но тебе не место, так сказать, в музыкальном мире. И там есть такая легенда, что, по-моему, насколько я помню, что она познакомилась, по-моему, с французским королем. Он ей заказывал произведения, и она ему писала. Ну, то есть это такое... Я думаю, что, наверное, этот фильм был, и история связана с тем, что женщины, почему женщин так мало. Я сомневаюсь, что мало, потому что в американских бэндах, если в оркестрах, очень много женщин играют на тех инструментах. Ну, на моем курсе 2 девушки учились, одна играла на кларнете, вторая на саксофоне, и в тот там 90-е годы, то есть это уже был какой-то момент. И очень много девушек играла и играет на духовых инструментах и у нас. А здесь просто зашкаливает. Здесь очень много женщин, которые играют на музыкальных инструментах, и я думаю, что очень много композиторов. Очень много женщин, которые исследуют музыкальный мир вплоть до того, что каждую ноту они рассматривают с точки зрения помощи в психологических каких-то проблемах для людей. Вот определенная нота влияет там на определенные участки тела. Соответственно, это тоже было описано раньше, что каждая чакра, она имеет свою ноту, свой цвет, звучание, свои да. энергетические. Возвращаясь к твоей мечте расширять кругозор людей, я тебе желаю найти способы, возможные и невозможные все. Те знания, которые у тебя есть, важно передавать дальше, потому что
то, что ты в себя впитал, вобрал и переварил, да, и то, о чем ты рассказываешь, ну, это очень, очень интересно, круто. Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Это тебе огромное спасибо, что ты пригласила меня на подкаст. Просто я до этого посмотрел 3 подкаста, и я видел и увидел, что эта тема интересная, и мне о творчестве интересно всегда было говорить, потому что вокруг меня очень много творческих людей, так или иначе, как бы я сталкиваюсь. Это здорово. Вообще творить это не убивать. Творить это создавать, то есть это начнем с этого. И у меня есть такой план, если, скажем, ты говорила глобально на будущее, то для этой страны, где я сейчас здесь, у меня есть глобальный план именно расширения, так сказать, кругозора людей, потому что это расширение кругозора нуждается везде. Это вот в любой стране, в которую мы будем заходить, везде есть такой момент, что нужно это делать для того, чтобы все-таки уже в этом столетии понимать, что на самом деле креатив и любовь к ближнему, и вообще радость жизни, ощущение сердца, как ты видишь видение твое, как оно влияет на окружающий мир, который тебя окружает, и как вообще все происходит. И у нас есть такая прекрасная возможность учиться многому у людей, которые живут в этих странах. Потому что на их примере я просто понимаю, что самые мелкие какие-то детали, они делают это сознанием и с любовью. Поэтому эти детали и работают. Поэтому экология чистая. Они находятся в таком состоянии, когда они не торопятся, они сделают, то есть, выводы какие-то, они тебя быстро не осудят, они дадут понять, что ты можешь быть неправ, ты можешь быть прав. Это тоже творческий процесс, это тоже музыка. Жизнь – это вообще музыка. Изначально, если глубоко смотреть на музыку и креативность, и творчество, то это сплошной... Сделать омлет это уже музыка, это творчество. Сделать омлет, приготовить что-то или там какие-то мелкие детали, я думаю, что это все творчество. Поэтому, друзья, давайте творить и любить, как это несложно сейчас. Ну, потому что я много раз повторяла, буду повторять, счастливые люди, которые создают, им не хочется не воевать, не убивать, а наоборот только создавать прекрасные вещи. И действительно музыка, для меня тоже музыка, она первична в принципе. То есть звук, музыка, волны, это вот все, из чего мы состоим. Давайте Поэтому синхронизироваться и да. соединяться на этих волнах. Мы как-то говорили, во-первых, у Платона было написано, что на самом деле люди, не обученные музыкой, это необразованные люди. То есть это единственный, то есть такой момент, человек может знать там юриспруденцию, математику, геометрию, литературу, а музыки он не будет знать, и все, это уже считалось в Греции, это уже в принципе необразованный человек. Поэтому на самом деле музыка очень сильно влияет вообще на сознание человека и на самом деле очень сильно меняет ментальность и отношение к жизни. Потому что если мы начнем так серьезно относиться, и мы реально заставим человека войти в это состояние, это то, что возможно разными практиками, то на самом деле только таким образом мы можем как-то очень сильно повлиять на мир. Очень сильно. Это реально возможно, это делается, и открытые страны это все проделывают, эти практики, для того, чтобы люди все-таки продолжали развиваться, а не деградировать. В 21 веке начать деградировать, это, по-моему, это полно. Да, так это, это очень мягко сказано, только матерные слова в голову лезут. В глобальном плане ты занимаешься музыкой для того, чтобы менять этот мир к лучшему. Да, это пафосно может звучать, но мне хотелось бы все-таки в некотором смысле помочь людям. Мне кажется, что у меня начинает это получаться. Давай продолжать нести культуру в массы таким образом. Ты знаешь, во время нашего эфира я вот сижу и думаю, у меня же всегда была мечта создать музыкальную школу для взрослых. И в Киеве я бизнес-план прописывала. В общем, очень много для всего это сделала, но не довела это до ума. Но мы можем сделать это сейчас, хотя бы начать с каких-то условных онлайн-уроков музыки с Виталием Фисенко, потому что то, как ты чувствуешь, воспринимаешь музыку, это круто. Я
Знаешь, может, мне такой учитель и нужен был в плане импровизации, потому что это единственное, что меня гложет. Я не могу импровизировать в музыке. Для меня это какая-то проблема. И, может, не только мне ты поможешь, а нашим зрителям просто чувствовать музыку и создавать что-то прекрасное, а не сидеть и думать, чем заняться. Потому что мне кажется, что ты человек, который всегда знает, чем заняться. Да? То есть всегда есть занятие по душе, которое ты с удовольствием. Конечно. Но я тебе хочу сказать, что я знаю, что ты знала этого человека, Юра Барани, который имел галерею в нашем городе. И он как-то вот показал детскую энциклопедию, и там было написано, как нужно слушать музыку для детей. И он так еще, знаешь, паузу сделал, что является и тоже музыкой. Он сказал, с желанием ее понять. И мы просто выпали в осадок. Мы никогда вот не задумывались об этом. То есть в детских энциклопедиях для детей все было разжевано. То есть это было бы неплохо, в общем, в курс музыкальной школы или же любого музыкального пространства изначально просто говорить об этом. Потому что когда человек не желает познавать, он не стремится к чему-либо новому, он просто закрывается. Вот что такое именно расширение кругозора, с желанием это понять. То есть, когда мы не понимаем, это как здесь звучит так. Если ты не понимаешь, то ты сделай для того, чтобы начать понять. Потому что это труд. Начинать понимать. Потому что когда есть нота до, а есть нота до диез, мы логически понимаем, что они не сходятся. А сделать так, чтобы они сходились, то есть в определенный период времени, и сделать из этого музыку, а не сыграть до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и там си, ля, соль, фа, ми, ре, до. А именно вот это вот и есть вот этот комок, который ты все время проворачиваешь, и ты вот из разных сторон, то есть его рассматриваешь, а как же здесь, а как это вот ми бемоль может здесь звучать. А второй момент, я тебе хочу сказать, прежде всего, во-первых, нужно просто-напросто перестать бояться. И есть прекрасное упражнение, которое я вычитал в одной из школ известного, кстати, американского гитариста Джо Сатриани. Он учился в музыкальном колледже, и там был известный джазовый пианист, и он в начале школы он показал, как нужно заниматься. Вот этот урок я вот для себя взял, и утром он работает. Это ты ставишь метроном на 60, и играешь любые ноты медленно, осознанно, там, фа диез, ля бемоль, там, до диез, ре бемоль, ми бемоль, то есть ты знаешь эти ноты, то есть и ты можешь со всех позиций, ты уже начинаешь с самого утра не просто играть гамму, а ты и ты из этого именно как бы вот этого вот набора вроде бы диссонирующих нот, ты рано или поздно начнешь составлять именно мелодии, которые будут более благозвучными, потому что твой мозг будет заставлять тебя делать это в определенный период времени. И вот это вот очень важное упражнение. Оно точно так же и касается и звукоизвлечения, всего. Просто вот смотри, вот гриф я всегда рассматривал, я вот думал, то есть если мы видим звездное небо, вот Млечный Путь, да, вот взять кальку, вот так вот наложить эту кальку, и все ноты, ноты, все звезды выложить на этом самом, а потом на гриф вот так вот ты прикладываешь, и ты уже по этим звездам, которые, да, хитросплетением, ты видишь, но это желательно, конечно, безладовый инструмент. Ну, я вот всегда хотел гитару безладовую. И вот здесь уже процесс, ты когда уже начинаешь варьировать вот не просто нотами, а именно звездным небом. И это вот, как бы вот такой вот, у меня был такой когда-то такая идея рождалась. Вот это расширение 24-48 мы можем расширять, а мы же понимаем глубину космоса, да, то есть это более толстые точки, я имею в виду звезды, и вот углубление это более тонкие. И вот этот момент хотя бы вот по этим звездам поиграть, да, то есть по вот этой схеме, это же, прикольно. А прикинь, такую гитару в конечном итоге сделать. Ты берешь и безладовый инструмент, и у тебя уже на грифе, реально,
уже эти точки обозначены, то есть, и ты просто берешь и изучаешь, вот, ну, как это, вот, а там же их миллиарды, понимаешь? Ты можешь сделать это сейчас, сделать наклейку звездного неба, любую карту и играть по ним. Ну, да, я сейчас То есть это просто... все возможно. Сознание, оно определенно разделено с телом. Это как энергетические вот лазеры. Главная задача для творческого человека – это создавать что-то новое. Это гениальность, понимаешь? Это разрушение личности. Каждый человек гениален. Волна тоже имеет свойство колебать. Оу. Пока остановимся, да? Ну, по факту, да. Тебя, если не остановить, то есть мы можем эфир делать бесконечный, потому что как раз только свет появился, видишь, у вас там вечерний. Отлично, да, наконец-то тебя видно, наконец-то ты проявился в мир, понимаешь, ты вышел из тени, и что я тебе могу сказать? Я для себя действительно сегодня очень много открыла. Первое по поводу 12 минут, второе по поводу импровизации. Ты, когда рассказывал про свой день, да, и вообще об отношении к жизни, к миру, я поняла, что импровизация – это в том ритме, в котором я живу, просто невозможно остановиться и насладиться вот этим звуком ноты. Да? И когда ты рассказывал, да, как играть, как прочувствовать один звук, я понимаю, что я никогда не давала себе возможности просто насладиться вот этой одной нотой. Только когда я научусь останавливаться и кайфовать от этой ноты, вот, и пройдет импровизация. Потому что на бегу, в спешке импровизация не рождается. Вот для меня это вот. Ты знаешь, на самом деле в спешке тоже очень много что может родиться. Это если навык есть, понимаешь, если ты натренировал свой мозг, что ты можешь на лету это все делать, да. Но если ты начинающий, в этом человек, то это невозможно переключиться, сфокусироваться. Когда ты это натренировал, это как интуиция, как любые навыки, да, то есть когда ты включаешь, вот как у меня, я человек очень эмоциональный, все думают, что я очень позитивный, да, но я на самом деле, во мне очень много негативных процессов, эмоций, мыслей и так далее. Просто я научилась вытеснять творчеством и хорошими мыслями все говнишко, что во мне есть, да, и поэтому большую часть времени я себе нравлюсь, потому что я нахожусь в этих процессах. Это я уже натренировала годами, потому что я не очень приятный человек в общении, когда со мной общаешься долго, вот, ну, по крайней мере, раньше было. Странно, не замечала этого, если честно. Ну ладно, мы с тобой пересекались. Такая самокритика. Нет, мы просто пересекались какое-то время, я умела сдерживаться, это я уже натренированная была. Да. Когда я научусь фокусироваться на одной ноте, потом на второй, потом на 12, да, и оно как бы пойдет, и потом уже можно и на лету, и на бегу, вот. Но сейчас для меня вот как бы задача минимум – это останавливаться, и вот как раз я изучаю виолончель, наверное, я начну по-другому учить себя играть. Вот, не так, как я учу других. Виолончель – это вообще шикарнейший инструмент. Это ж вообще просто, вот это моя любовь, это как вот труба для меня, это любовь. У меня еще классный инструмент звучный, то есть хорошего мастера. Это просто одна нота, это уже секс, понимаешь, такой вот кайф. Это вот просто вот можно действительно садиться и наслаждаться. Вот, чем я и займусь в ближайшее время. Я прекрасно понимаю. Это вообще интересный инструмент. Это настолько многообразный, то есть по спектру. Я даже вот, кайфую от того, что ты говоришь. Я как-то здесь столкнулся с человеком, который когда-то обучался на виолончели, и он когда взял и начал играть, я просто куда-то начал улетать. Это безумно красивый инструмент. Да, мне вот и Ростропович всегда нравился, и англичанка очень виртуозная была, она умерла. Она ученица у Ростроповича. Ну, а эта барышня просто вот эмоционально, то, о чем мы говорили, чем отличается женщина от мужчины, то, как она играла, это вот, равносильно тому, как играл Джимми Хендрикс в рок-музыку, да, вот эта женщина играла классику, так, вообще потрясающая исполнительница, я надеюсь, ты ее найдешь. Жаклин Дюпюре? Нет. Да, и это именно она, Дюпюре. Жаклин Дюпюре. Легендарная английская кавалер ордена Британской империи. Есть на основе ее жизни художественный фильм у нее
произошел стресс страшный. То есть, ну, вообще потрясающая она исполнительница. Мне очень она всегда нравилась именно на нее посмотреть, как она играет, послушать. Это вообще, это просто... Ну, я же тебе говорю, это как Джимми Хендрикс, ну, в юбке, только играя классическую музыку. С такой эмоциональной подачей ты просто от одной вот этой энергетической вот волны просто уже начинаешь куда-то уходить. Поэтому... И какой звук у нее просто потрясающий. Как она чувствовала, ну, какая вообще глубокая концентрация внимания на музыке, как музыканты говорят, на материале. Да. О, как раз вопрос. Я знаю, что ты кинематографом тоже увлекаешься. Какой бы ты фильм вот посоветовал посмотреть про музыкантов, про музыку? Потому что я очень люблю. Их так мало, но вот классных фильмов про музыкантов, про композиторов. Вот то, что сейчас первое приходит в голову. Во-первых, это фильм «Все утро мира». Это потрясающий фильм именно как раз по предмету, инструменту, которому ты занимаешься. Это потрясающий фильм вообще о музыке и как о таковой вот, импровизации. Просто потрясающий. «Все утро мира». Естественно, «Амадеус» мне всегда нравился. Это фильм, который передает эмоциональное состояние, то есть Моцарта во всех, так сказать, проявлениях. Никколо Паганини, это немецкий Паганини, он просто по Виноградарю, это вот и конкретно Джихарханяном, да. Вот этот фильм вообще потрясающий о музыке, как о Паганини. А есть именно Паганини. Немецкий фильм 1980 года. Потом мне очень нравится «Визит к Минотавру». Это вот эти все беседы о скрипичном деле. И вообще... Мастеров, которые создавали скрипки, да, Страдивари. Да, совершенно точно. Есть целая серия фильмов о Бетховене. Есть Апахи. Только их мало, а тут сейчас начнется еще на 1,5 часа список. Классно, спасибо большое. Чтобы посмеяться, это встреча Генделя и Баха. Да, видел. Это потрясающий как бы момент. Там Стеблов и Казаков играет. Вообще о музыке. Вот «Красная скрипка» интересная. Это о жизни и истории скрипки, как она передавалась из рук в руки. Есть о композиторах классических. Вот, например, вот очень прикольный фильм о Вагнере. Но это фильм не конкретно о Вагнере, а короле баварском, Людвиг называется. Там сериал, по-моему, 3. Но там рассказывается какая-то большая часть создания театра, создания инструментов, создания вообще опер, как заказывалось, как это все игралось. Просто побеседуем о книгах. Вот, например, я бы рекомендовал, кстати, Хазрат Инаят Хана, это 100% мистицизм звука. Макс Гендель, это вообще о музыке, о влиянии нот. Это розенкрейцеры, это один из лидеров розенкрейцеров, это влияние нот и их понимание, как эти ноты влияют на тело человека и как они связаны там с планетами и все такое. Ну, это как у Пифагора было изобретение, которое строилось именно... Походу, она похожа на арфу, я не помню, как же она называлась. Значит, там каждая нота, каждая струна представляла именно звучание определенной планеты. И все его ученики, как ни странно, слышали вот как частоту планет. То есть, возможно, они запоминали ноты, которые, как они настраивали, я не знаю, камертонов как таковых, ну, как-то строили ансамбли, то есть, потому что еще есть древние. У Вангелиса есть офигенная опера, построена на, ну, фактически по записям египетской музыки древней. У него там передается, там, ну, целый спектакль идет и передается, как бы это звучало тогда и как это звучало вот сейчас. И очень странная музыка, вот, на самом деле. Я как-то посмотрел. Потом хорошая книга Рави Шанкара. Это «Моя жизнь, моя музыка». У меня есть книга шикарная церковной музыки, вообще потрясающая. Кстати, офигенная книга о музыке Томаса Манна «Доктор Фаустус». Вообще потрясающая энциклопедия композиторов, которых я в жизни никогда не слышал, то есть немецких. Во-первых, сама история интересна, когда композитор продает душу дьяволу для написания произведения. Это обалденная книга. Это вот книга, которая передает настолько много информации.
И как ни странно, что герой, реально эта книга была написана, по-моему, Шульц, если я не ошибаюсь, композитор был такой немецкий Шульц. Он реально жил, этот композитор. У него реально целая концепция построения музыкальной фактуры, то есть была, я как-то документалистику смотрел, реально считали, что вот он и как-то был связан с дьяволом. До такого даже доходило. Все, что непонятно, связывают с дьяволом. Совершенно точно. Фесик, ты подсветил еще раз, что музыкант – это не бездельник, что быть музыкантом – это ну, не то, что тяжело, это непростое, это труд. И если это делаешь с удовольствием, это может действительно приносить удовольствие и тебе, и радость другим людям. И играть на музыкальном инструменте – это не мешки ворочать, да? Я тебе больше могу сказать, что мы в какой-то момент, когда играли с Симоновским в Киеве, и он нам все время говорил, что... Штрафбат, да, когда? Да, и он нам все время говорил, что музыканты – это вот труд там и все. Мы же начитаемся книги. Кстати, еще 2 книги могу рекомендовать. Одна называется «Дзен-гитара», тоже о музыке, офигенная, то есть неважно, для музыкантов она прикольная. А еще вторая книга – это «Творчество», это Ош. «Творчество», она так и называется. Шикарнейшая книга, именно раскрытие себя в творчестве и все такое. И вот мы вот, начитавшись, Оша все время предлагал там, типа, идите в лес, слушайте птиц, там, ну, это и Хазрат Инаятхан говорил, что все древние великие мастера, музыканты, они, как правило, жили в природе, они слушали окружающий мир, это действенно, это я тебе хочу сказать, как житель 4 месяцев самого большего в Фаросе, живя возле дерева, это реально влияет так. И здесь почему я птиц слушаю, потому что здесь потрясающие импровизаторы птицы. И мы же все время такие, вот это, вот это. А у него определенный распорядок дня был, ночь. Вот мы его не видели вообще, как он занимается. Он ночью пришел, а мне мама всегда говорила, ну, мы же все, бывало, иногда работаем ночью. У меня даже мысли яснее и краше ночью. Я встаю и вот книжки пиши, вот хоть настолько вот сознание начинает философствовать правильно. И реально ночью ты вот, ну, сидишь, тишина в округе, и ты тихо и без напряжения ты начинаешь там раз пробовать какие-то вещи. Самое интересное, я как-то попробовал, утром проснулся. Эти аккорды, которые я вроде запомнил, они уже утром не звучали. То есть для меня это было, ну, как бы очень странным, потому что ночью они звучали. Но ночью, вот, например, в природе, почему вечером совершенно концерты происходят, у меня такое есть свое убеждение, что вот этот 5-й элемент, эфир, спускается. Либо он, ну, как-то с влагой, то есть лучше начинает происходить звук, проходить, когда акустика темнота... по-другому, да? Если это Да, можно назвать совершенно. акустикой в пространстве, ну, в смысле, на открытом. Да, совершенно точно. И, естественно, глаза как бы не так видят, уши раскрываются, соответственно, у тебя древний мозг начинает работать, потому что он начинает следить, есть ли опасность там сзади, спереди, по бокам. И реально вот ночью, да, это вот процессы совершенно другие происходят, даже создание мелодий, вот реально ты по-другому начинаешь чувствовать, как эти ноты работают. Поэтому ночь, да, это вот в некотором смысле креативно. Мы его не видели, вот он вечерами, он ночами вот садился, и там раз, там через 2-3 дня давайте выучим новую композицию. Там давайте еще. Для многих, я так понимаю, творческих людей вот эта ночная жизнь, она является творческой. Если мы вот говорили о творчестве, то ночная жизнь, она вот именно творческая. То есть вот эти процессы, поэты очень многие ночью писали. Очень многие поэты писали ночью. То есть это вот некая вот мысль раз, и все, и ты чум, и сидишь. Мне когда-то нравилось произведение Пушкина, где он описывал свой процесс его вдохновения. Это когда его вот это вот всего трясло, там типа и рука тряслась, и он выхватил это перо и начал записывать. И вот этот процесс, он там описывает, вот это его процесс, это как через него что-то проходит, а это неотъемлемая часть. Если мы глубоко копаем эти вещи, то сознание, оно определенно разделено с телом. У нас есть
осознание и есть сознание. То есть осознание – это головная коробка, которая осознаешь, что через некие лучики мы видим. То есть я понимаю, это вот мышечная система вся. Это как энергетические вот лазеры. Я думаю, что любой творческий такой процесс нужно довести до такой степени, чтобы мы осознали, что это есть. По большому счету, это любовь к Богу, потому что ты понимаешь, что ты являешься инструментом в его руках, и Господь Бог через тебя вещает. И вот этот момент творчества, он неотъемлемая часть. Но чем творчество отличается? Вот, например, в этой книге, которую ты будешь читать, ну, если время будет, Томаса Манна, там было описано, чем отличается творческий человек от нетворческого человека. Там был написан такой момент: творческий человек, если он услышит в какой-либо мелодии, знакомую мелодию, когда-либо услышанную когда-то, он ее попытается изменить. Главная задача для творческого человека – это создавать что-то новое. Мы когда видим мастеров, и чем мы восхищаемся? Его мастерством, да, мы мастерством, но многие могут копировать это мастерство. Мы наслаждаемся индивидуальностью. Индивидуальные формы, которые создают. Если мелодию ты никогда не слышал, и она есть, это гениально. Можно сказать, что да, ты добился того результата, что через тебя проходит то, что у тебя очищено вот это вот зеркало, которое пропускает через себя вот именно поток, который ты просто передаешь. То есть, и когда ты это чувствуешь, ты начинаешь вот этим местом чувствовать, что ты просто вот в любви находишься. И вот это вот именно и есть вот этот кайф, о котором мы все говорим, глубокий кайф. Когда ты осознаешь, что ты именно вместе. Да, он засоряется, бывает страх. Я могу объяснить. Когда ты находишься под ракетами и все остальное прилетает на голову, у тебя вот эта коробочка вот так закрывается. И на долгое время. Я даже не знаю, как дальше люди наши будут жить с этой закрытой коробочкой. Это тяжелейшие процессы в будущем будут для вообще народа нашего. Вообще, то есть для народа, который испытал, то есть эти все моменты. Потому что когда коробочка закрывается, нет общения с Богом. А это уже как бы не совсем правильные процессы могут начинаться. Понимаешь, это разрушение личности. И задача вообще, в принципе, вот задача, вот, ну, помочь людям, это именно понять это все, ухватить, и чтобы они это не отпускали, чтобы они почувствовали. Потому что у меня есть такое вот рассуждение, что мы говорим там, творчество – это творчество, а гениальность – гениальность. Что каждый человек гениален. Просто не каждый это творческий. Творческий, да. Но гениальный точно так же. Я все время привожу пример: яблоню судят по яблоку. Если, допустим, яблоня плохая, то и яблоки плохие. Может быть разные моменты, я понимаю. Там, у сухой яблони там шикарные яблоки, вот ну, такие, они красные, переливаются там и все такое. Я не знаю, я такого не видел. То есть гений в себе тоже можно взрастить, воспитать, запустить. Надо об этом говорить людям. Надо им давать почувствовать это. Это не просто взрастить, это не чрезмерный труд, это все бла-бла-бла для того, чтобы зарабатывать деньги. Каждый гений. Ну, мое убеждение, каждый человек гений. Я с тобой не спорю, я сужу только по себе. Меня растили в культуре, когда надо быть всем одинаковыми, и мне всегда хотелось быть уникальной, но мне говорили, что это плохо, но я все равно не сдавалась и так далее. То есть я верю, что каждый человек творческий, каждый человек уникален, каждый человек гениален, если он в это верит. Веру в это задалбывают. Ксения, ну вера же, она же откуда берется? Вера – это, во-первых, знание в то, что это есть. И сознание помогает нам это все. Да, ты именно... Так вот именно вот задача вообще любого учителя именно дать возможность человеку осознать, что он вообще ну, потенциально не просто творческий человек, а гениальный. Здесь же музыка, вот, например, рассматривается, для чего изучать музыку? Потому что в музыке есть химические процессы, реально химические процессы. Это не просто физика именно, но только струна, волна. Волна тоже имеет свойство колебать химические процессы в теле и в головном мозге и в окружающем мире. Это многое, это математика, это вообще развитие воображения. Например, был же такой предмет, как эйдетика,
эйдос, это как образ, да, у нас же мышление, то есть очень часто бывает иногда людям говорят, там, тебе нужно знать, там, типа, до match аккорд, там, а ты берешь ему, играешь, а он говорит, слушай, а для меня же это, понимаю, до match, я не знаю, как он строится, а я слышу его совершенно ж по-другому, как у Скрябина, да, там, типа, и цветовые гаммы, там, и все остальное, то есть. И он такой, нифига себе, блин, это же как круто. И он там начинает перебирать этот аккорд, а он такой, блин, я же слышу там волну океана, я же слышу, что в пространстве там 4 ноты я сейчас беру, и как это все летит, и как воздействует на меня. Зачем мне больше? Я хочу это развивать типа с одним аккордом. Да, развивался до такой степени, что у него третий глаз уже здесь появился. Он перешел к другому. Окей, то есть сам процесс же для чего? Для того, что а вдруг этот музыкант, он берет в руки какой-нибудь столярный или слесарный инструмент, у него раз и появляются какие-то причуды такие, которые действительно дают возможность еще дальше развиваться в чем угодно. То есть музыка – это такой предмет, где ты можешь оставить музыку, но при этом что-то сделать такое, что это именно, как это будет именно отражаться в будущем. Вот этот момент. Даже хоккеиста можно, вот и обучаешь музыке, а хоккеист совершенно будет по-другому понимать и осознавать. Он будет играть в хоккей, а не просто бегать с клюшкой. Он будет кайфовать играть от гибкости. Есть же такой момент, что волшебный размер там 3/4. За счет чего? Потому что джазовый размер там 3/4. Потому что он расширенный. Поэтому получается в некотором смысле ощущение свинга, типа раскачки. И я как-то задал вопрос, а дай-ка я попробую в плавании. Мы в бассейн ходили. Дай попробую на 3/4. Тяжело, ты знаешь. Но мы же знаем, когда идет вот так вот, да? Ну, допустим, а здесь та-та-та-та-та-та-та, то есть это ускорение. И когда в какой-то момент, допустим, когда ты плывешь раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а когда тебе нужно ускориться, ты просто добавляешь 3/4. Ну, интересный как бы момент, как это вот работает вообще в спорте, да. Я как-то пробовал там в бассейне на время так плавать. Я, честно говоря, я не помню там результат, но то, что, естественно, ускоряешься, потому что ты по-другому. Во-первых, нужно, ну, как бы у нас 2 ноги, да, там, 2 руки, и, соответственно, у нас 2/4 так или иначе, ну, как бы присутствуют в природе. Можно попробовать ходить на 3/4, ну, с акцентировкой, и мы сразу начнем спотыкаться там, ну, с непривычки. Ну, в ритме вальса вальсировать. Я все время говорил вальс тогда, когда раз, два, три, раз, а когда раз, два, три, раз, два, три, с хвостом. Это когда ты должен именно вот этот момент, а когда ты раз, два, три, раз, два, три, раз, это раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Это не вальс. Вальс, он именно хвост вот этот есть, вот этот вот. Раз, два, три, с протяжечкой. Да. И, кстати, очень же многие танцы вот, народные, они же вот на 3/4, очень многие. Но это понятно почему. И даже мы начинали анализировать рок-музыку, и все, фактически все на 3/4, потому что 3/4 это танцевальный ритм. Хорошо, в ритме танца мы пока остановимся. Не для того, чтобы ставить что-то на потом, потому что я уверена, что хватит тем на бесконечное количество разговоров. Поэтому еще раз спасибо большое, что откликнулся, что выбрал время, что собрался с мыслями, со светом там разобрался. Я предлагаю не прощаться надолго, и есть что обсудить. Еще раз я то же самое хотел бы сказать тебе спасибо за то, что ты меня пригласила в свою студию. Мы так вообще плотно поговорили. Я думаю, что тебе, мне это было только на пользу. Особенно еще и для слушателей, которые собираются развиваться в творческом процессе или в творческих процессах. Я тебе желаю, чтобы все равно не было страха мечтать глобально, а я вот себе тоже помечтаю, чтобы творческий рехаб перерос, вот, знаешь, какое-то все-таки физическое пространство на планете Земля, потому что раньше я хотела создать это пространство в Коктебеле, почему, ну не почему-то, я понимаю почему. Вот сейчас как бы я не знаю где, но очень хочется, чтобы это место материализовалось из вот такого YouTube пространства в какое-то физическое, чтобы мы могли сидеть и как, не знаю, там на Фаросе с утра до вечера творить что-нибудь прекрасное.
У меня же знакомые, которые занимаются эзотерической музыкой, играют какие-то медитационные сеты Это два дерева? для определенного, да, ну, типа два дерева, да. С разными использованием разных, так сказать, вот инструментами шумовыми. И вот недавно я общался с людьми, которые в Испании, ну, ездили вот на Ибицу, они показывали вот центр. Ну, я думаю, что это йогические центры для сбора вот людей, которые занимаются духовные, различные духовные центры, которых их очень много. Вот Я знаю, их первое, очень много. на Бали вот просто безумное количество. На Гоа и вот в Индии просто безумное. И везде безумное количество, кроме... Ну, в Крыму я знал одно место, буддийский центр в Гончарном. Я все время удивлялся, почему при наличии вот нашего пространства, я понимаю, что в городах делали, но у нас же были природные и есть, да, там типа на Азове, на Черном море, то есть шикарные места, где можно было делать всегда. Я удивлялся, когда мы в Крым ездили, почему ни одного джазового клуба вообще нет. То есть сама атмосфера блюзового нет, ни джазового, вообще никакого клуба нет, то есть на ЮБК. Я был поражен. Единственное место было Черное море в Ялте, и то это было одно, наверное. И там в Коктебеле еще один какой-то. Это же все-таки говорит о чем? Да, это говорит. Что все-таки Советский Союз, советское мышление, оно все-таки это не до развития человеческого, человеческих способностей. Это не про творчество. То есть творчество нас глушили, да. И я всю жизнь считала себя не творческим человеком. В конечном итоге написала 2 книги, то есть 3. ведешь подкасты, 3 уже. Все. Поздравляю тебя. Ну, у меня, слушай, да, получается, вот это, которое ты читал, а это ж у меня уже первый роман мой вышел. Но это ты о Марсе, правильно? Это не про Марс, это про тренера творческих состояний, это вообще не про Марс. Окей. Я просто как помню, купить что... квартиру, да. А вот это первое, это про недвижимость, но, опять же, в художественном стиле инструкция, как купить квартиру. Я думаю, что многим людям эта книжка помогла в Украине. То есть, ну да. Потому что ты же мне говорила, что это фактически одна книга пособия была, как вообще, не используя риэлтора, самому стать риэлтором и помочь себе. Ну или купить квартиру, или понять, что ты сам не хочешь этим заниматься, а надо найти, потому что это тоже огромный труд продать или купить квартиру. Но суть не в этом, суть в том, что творчество, оно в любой сфере работает, и вот в риэлторстве в том числе, поэтому будем нести культуру и творчество в массы, да? Это 100%. Я этим занимаюсь всю жизнь. Серьезно. Вот всю жизнь я этим только и занимаюсь, что развиваю украинскую культуру. Ну, это круто. Я в юности мечтала быть министром культуры, но потом поняла, что чтобы быть министром культуры в Украине, надо уметь те вещи, которые я не хочу уметь. Вот. И поняла, что буду нести культуру в массы совсем по-другому. Вот. Поэтому взаимодействие с такими людьми, как ты. Да, так дело в том, что здесь, я тебе хочу сказать, не ждут от государства никаких конфеток и печеньечек. Здесь люди собираются в коммуны, ну, то есть коммуны и люди, активисты, которые реально делают очень многие вещи, там, они отслеживают многие процессы, которые происходят на улице, которые происходят, они делают различные семинары и в библиотеках собирают и стариков и все такое прочее. Это вот, реально, это не государственная система. То есть потому что нас приучили ждать моря погоды, а надо просто брать и делать то, что ты можешь и любишь. Да? По факту, да. Значит, этим мы будем заниматься. Да. Хорошо, дорогой, все. Тогда пока-пока. Всего доброго, ребята. Вам всего самого лучшего. До новых встреч.